Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основании варианта Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман-эпос «Манас» на кыргызском языке. Перед вами. Затем я эти книги перевел на русский язык, и все эти книги выставил для продажи в своем интернет-сайте по адресу eposmanas.com для продажи. Кто хочет, может там приобрести мои книги. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Люди, собравшиеся на Алтае, соберитесь и дайте отчет, сколько вас, попросил их Манас. Когда все уточнили, кто и откуда пришел, выяснилось, что собрались все жители Алтая. Народ подвел итоги подсчета Саламат с белым колпаком на голове и красными сапогами на ногах. По приглашению Манаса сюда приехали Алчины, Уйшуну, Найманы, Арғын Қарақожо, Қазақ Айдарқан, Кипчак Тас, Ноғой Жақып, Нойғут Ақбалта, Токто, Локуш, Омыржак и Узбек Тамбулда. На сегодняшнем собрании присутствуют представители всех народов, проживающих по соседству с нами. Спасибо, что откликнулись на мой зов, братья, произнес Манас, взявший слово после Саламата. Теперь позвольте сказать, почему я позвал вас. Вы прекрасно понимаете, глупо надеяться на то, что враги примут наши победы и не захотят нам отомстить. Братья, после пира выскажите свои соображения о том, как нам жить дальше. Все согласились, начали пировать. После пира старейшины народа во главе с Жакопом уселись на ковры, разосланные на зеленые лужайки, и начали совещание. Люди, заговорил первым старик Жакоп, мой сын Манас поднял правильную проблему. Мы должны думать о нашем будущем, ибо проявили вражду хану, неуважение к падишаху. Поселившись недалеко от Бежина, на Алтае, мы прогнали отсюда многих калмаков. Полагаю, что китайцы не дадут воров то пустыне или Анджиан и Кашгар. Братья, мы должны быть готовы ко всему, потому что нас окружают одни враги. Если китайцы садят кыргызов, казахов или тюрков, как мы сможем выжить? Если они навалятся скопом, как бы нам не попасть в большую беду? Да так, что в Аилах не останется никого, способного сопротивляться. И тогда китайцы превратят наших женщин в рабынь, а мужчин, вдоволь поиздевавшись над ними, продадут рабство. Мало того, они могут, не считая количества, угнать наш скот, а самих нас поголовно истребить. Некоторые из мудрецов, внимательно выслушав Жакопа, поведали о войне с Мискарой. Другие вспомнили о том, что Нукер взял 900 солдат, направился на Алтай, где в сражениях победили юноши во главе с Манасом. Также было сообщено, что большинство алтайских калмаков отправились в Анжу, и их жалобы дошли до Ишенкана. И эти события доказывали правоту слов Жакопа. Всем теперь стало окончательно ясно, что сколько бы они ни просили и умоляли, китайцы никогда не простят кыргызов. Когда Жакоп увидел, что мысли, которые одолевали его бессонные ночи, находят отклик у людей, он снова заговорил. Если не будет сильной власти, не будет развития. Такой народ никогда не будет процветать, сказал старик. Без вожака нет благополучия. Кто живет сумбурно, на Абу, никогда не будет счастлив. Те,
кого есть правители, никогда не будут бедствовать, а сами они не чувствуют. Вокруг нас одни враги, братья. И поэтому, если мы хотим защитить себя, давайте изберем достойного человека ханом, станем народом, у которого есть правитель. Что вы думаете об этом предложении? Дельный совет, загудели все вокруг. Бай Жаков прав, поддержал родственник Соломон. Он дал нам очень важное предложение. Поэтому, тщательно все взвесив, давайте изберем кого-нибудь ханом. Здесь, в Алтае, составляет меньшинство населения. Здесь много кангайцев и немало манжуйцев. У тырвотов есть 1000 домохозяйств, а у 3 племен казахов и того больше. А ну-ка, выходите те, кто хочет стать ханом. Поработайте для людей, для отчизны. Но никто не ответил на призыв Саламата. Не нашлось человека, у которого хватило храбрости заявить, что он готов стать ханом и вытерпеть все, что потребует народ. Не зная, что сказать, все молча уставили друг на друга. Тогда Инакур решил выступить от имени 84 юношей, охотившихся с Манасом. «Люди, торжественно, — сказал он, одет в красный халат, — почему так сполошились, когда у нас есть готовый хан? Не дело, что вы пытаетесь выбрать еще одного». «Что ты такое говоришь?» — несказанно удивился Соломон. «Народ, мы зарезали на охоте белые кобылы, на которые ездил Чеге, избрали Манаса ханом. Но подойдет ли он вам?» — вопросительно посмотрел на людей Айнакул. Все присутствующие были поражены этими словами. Мысли тех, кто был недоволен этим, выразил сын Узбека Абдулла, одет в полосатый халат и черную тюбетейку. «Если это правда, что ты избрал ханом Манаса, сына Жакова, сам стань главой его 40 визирей, Айнакул!» — насмешливо крикнул он сыну Саламата. Многим не понравилось то, что он сказал, а Камбаркан, сидевший по турецкому синем одеяле, чуть не застонал. Он начал ругать купцов, который стоял молча, не вмешиваясь в разговор. «Лучше бы матери не рожать тебя, — расстроенно сказал он. Чем ты был обделен? Как появился на белый свет? Ты, оказывается, пожалел жеребенка и остался без ханства. Достали всех с твоим отцом. Вам всегда дороже скот, а не люди. Монах, которому с самого начала Бог дал удачу, не жалея, зарезал своего коня, а благодарные люди избрали его ханом. Ахбалта, сидевший неподалеку и шутивший Саламатом, услышал слова Камбаркана. Он решил на корню пресечь возможное будущее недовольство. «Люди, — обратился Ахбалта к народу, — мы все должны выразить свое согласие и единодушно выбрать ханом одного человека. Сейчас нас выдвинут на ханство. Не останьтесь в печали, говоря, что вы были против его избрания. Если вы недовольны, не хотите его избрания, открыто скажите об этом здесь. Не стоит вам после выбора все видеть смуту». Прежде чем кто-то успел ответить в болте, Манас выступил вперед. «Дорогие братья, — сказал он, — как вы знаете, у меня нет старшего брата. Мой младший брат еще младенец, а отец Жаков — старый человек. Казахи и кыргызы — родные братья. Я не хочу сеять между ними вражду и ссору. Если кто-то хочет стать ханом, пусть выйдет на середину. Негоже мне поддаваться соблазну и претендовать на ханство, утверждая, что я зарезал коня. Позвольте мне не брать на душу грех, подобный огромной горе. Только ты достоин стать ханом». И согласился с этим большинство людей, окружили Манаса, настаивая на своем. Богатырь ни в какую не соглашался и наотрез отказался стать ханом. Отчаявшись, народ вместо него решил избрать Жак своим покровителем. «Каждый волен поступать так, как он хочет, — сказал людям Ахбалта. Что ни говори, Жак — богатый человек. Если Манас не согласен,
Давайте изберем хана Джакоба, даже если он стар. А Лев Манас пусть будет нашим богатырем для наведения ужаса на врага. Увидев, что это утверждение пришло по душе большинству, сердце Камбархана стало обливаться кровью. Вот обиду он сидел до боли, сжав себе бедра. Убедившись, что если, боясь нарушения единогласия большинства, будет молчать, то может потерять власть, богатый казах встал с места. С древних времен кыргызы были правителем тюркских народов, поэтому все называют их Кыргызатой, отцом кыргызов, громко произнес Камбархан. В связи с этим согласен с вашим решением. Единственная просьба от вас: дайте нам, казахам, должность главного визиря, пусть им будет кокчом. Мы согласны, ответили люди. После этого 10 жигитов попытались посадить белобородого Жакова на шестилоктевой белый войлок. Не надо выбирать меня ханом, не мучите меня, уговаривая стать на старости лет правителем. У него много забот. Если вы действительно хотите меня уважить, выберите хана моего сына. Разрыдался от радости старик, который всю жизнь жил в терпе унижения от китайцев и калмаков. Несмотря на эти протесты, казахи, кыргызы, калмаки, монголы посадили Жакова Манаса на белый войлок. Все, ребята, произнес старик, когда не сделали 7 шагов, сошел на землю. Я не хочу быть ханом. После того, как Жаков спустился на землю, люди снова подняли войлок. С одетым в красный халат и черные сапоги Манаса они обошли собрание 7 раз. Это знак ханства, провозгласил Абалтан. Надев на голову Манаса драгоценную корону, он объявил его ханом. В честь такого знаменательного события Жаков зарезал 90 кобыл и устроил пир на 9 дней. Избрав Манаса ханом, мы теперь стали народом, имеющим правителя, радовались люди. Через 10-9 дней после окончания пира они разошлись по домам, и все достигли своих целей. После избрания Манас надел корону и стал ханом. Его везде сопровождали 44 джигита, прислуживали ему, доносили его приказы всему народу и сами беспрекословно их исполняли. 11 китайских богатырей, бежавших от кыргызов, благополучно добрались до родных мест. Один из них был из народа Кумулу. Когда богатырь рассказал об унизительном поражении от Манаса, глава Кумула хан Кутан не на шутку разозлился. Он приказал своим войскам готовиться к походу на Алтай, чтобы жестоко наказать кыргызов. Другие 10 богатырей также жаловались своим ханам. Они связались с Кутаном и решили через 1,5 года выступить с тысячным войском, чтобы захватить Манаса. Не зная об этих намерениях китайцев, богатырь отдыхал в горах Кангарах на Учарале. Стояло лето, и на улице было очень жарко. Если человек немного задержит на улице, то моментально спотеет. Поэтому все старались не выходить на улицу днем, а предпочитали сидеть дома, выпивая напитки и хумус. Покой отдыхавшего дома Манаса нарушил пришедший к нему Айнапу. «Заходи», — приветливо встретил его богатырь. «Мой хан», — ответил тот, — «по сведениям наших разведчиков, 4 месяца тому назад богатырь по имени Жилой направился в Карашаар 9 сотнями верблюдов, нагруженных чаем. Направился, так направился, пожал плечами. Он: какое это имеет отношение к нам? Повелитель Жилой из Манжу, вражеского народа. Чего ты взял, что Манжу нам враги? Если мы победили так много китайцев, брали их, ну что, они что, теперь будут считать нас друзьями? Нет. Китайцы стали нашими непримиримыми врагами. Это подтверждается собранными данными. Какими? Против нас выступили 110 тысяч жителей китайцев. Но их возглавляет 11 богатырей, которых ты не убил и прогнал 2 года назад.
Это точно, нахмурился Ломонос. Да. Что ты предлагаешь? Немного подумав, спросил Войнах Ломонос. Мы должны немедленно против Илои отобрать у нее груз. Решительно произнес Айнакул. Я согласен. Тогда всем передай привет. Это подарок от Бога. Сама смерть пригнула к нам жилою. Пусть воины готовятся к походу. Приказ был выполнен. Загрохотали барабаны, будто обрывшие скоро. Загремели трубы, флейте. Армия во главе с Манасом отправилась по дороге в Чебан, чтобы преградить дорогу жилою. Когда они прибыли к месту назначения, то увидели, что караван, ничего не опасаясь, медленно продвигается вперед. Воспользовавшись такой беспечностью китайцев, кыргызы предприняли внезапную атаку. Они сходу уничтожили более 100 китайцев. Широкоплечий, скуластый, рыжий жилой остался один, сжимая в правой руке огромную палицу. Брутую, гневно произнес он. Мне 21 год, я никогда не видел таких идиотов. Чему мы идиотов? Вопросительно посмотрел на него Манас. Ты сейчас бросил вызов Синхану. Возможно, я погибну от твоих рук. Если нет, я уничтожу всех войск. Если Синхан будет жив и население Китая нападет, вы даже имя свое забудете от страха. Я вырву вас селезенок, уничтожу всех, искалечу стариков и разрушу ваши города. Тюрки, не замечающие, не имеющие чести и не подозревающие о своем ничтожестве, но проврал жилой, угрожающе размахивая палицей. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.